6 мм. Огонь флотской артиллерии остановил немецкое наступление в 7 километрах от города. До Зимнего дворца оставалось всего 16 километров. В районе Ораниенбаума по наступающим немецким войскам огонь велся с форта Красная Горка. На случай отступления он уже был подготовлен к взрыву, и артиллеристы не жалели боеприпасов. Взрывная волна от снарядов буквально опрокидывала немецкие танки. Дальность стрельбы батареи и провела ту черту, которую гитлеровцы так и не смогли преодолеть. Наступавшие войска генерала Кюхлера были остановлены. Георг фон Кюхлер. В 1941 году генерал-полковнику исполнилось 60 лет. Окончив военную академию еще до Первой мировой войны, служил в артиллерийских частях и штабах. Под Ленинградом командовал 18-й армией, а затем и всей группой армий «Север». Нюрнбергским трибуналом приговорен к 25 годам тюремного заключения. Через 7 лет вышел на свободу. Немецкое командование против Балтийского флота бросило пикирующие бомбардировщики. В небе Кронштадта появились немецкие самолеты. Один из них пилотировал Ганс Ульрих Рудель, в будущем самый известный ас Люфтваффе. Уже в первой атаке немецкие летчики сбросили несколько бомб на советский линкор «Марат». Две 500-килограммовые бомбы вызвали детонацию снарядов орудийной башни. Взлетевшая от взрыва башня затем упала в пролом палубы. После нескольких атак подтопленный линкор лег на грунт. Ко дну пошли еще два корабля, и защитники города сразу потеряли 35 мощных орудий. В первые месяцы блокады на улицах Ленинграда было установлено 1500 громкоговорителей. Радиосеть несла информацию для населения о налетах и воздушной тревоге. Как только умолкали радиопередачи, начинал звучать метроном. Быстрый ритм означал воздушную тревогу, медленный — отбой. Ритмичные звуки метронома, под которые протекала жизнь ленинградцев, стали одним из символов блокады. Эффективность немецких бомбардировок самого Ленинграда оказалась невысокой. Плотность советской зенитной артиллерии в городе в 8 раз превышала берлинскую или лондонскую. Гораздо большую опасность представляли снаряды сверхмощных немецких пушек. На стенах ленинградских домов появились надписи: «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Немцы не обстреливали высотные здания и шпили северной столицы, поскольку те служили им хорошими ориентирами для артиллерии. Вся ее мощь обрушивалась на мосты, жилые районы и предприятия города. В небе над городом постоянно висели вражеские самолеты, корректирующие огонь орудий. Ценные монументы приходилось укрывать мешками с песком и фанерными щитами. Но в пригородах Ленинграда многие исторические памятники оказались разбитыми и утраченными навсегда. Были разграблены и разрушены Большой Екатерининский дворец в Царском Селе, Большой дворец в Петергофе. Вывезенная немцами знаменитая своей уникальностью янтарная комната до сих пор остается ненайденной. 8 сентября 1941 года объектом немецкой бомбардировки стали Бадаевские склады, деревянные хранилища продовольствия в Ленинграде. Зарево пожара было видно даже с окраин города. Из уст в уста ленинградцы передавали страшную новость о сгоревших запасах сахара и муки. Но ситуация была гораздо хуже, чем они даже могли себе представить. Сгоревших продуктов в лучшем случае хватило бы на неделю, а городу требовалось 1000 тонн продовольствия в день. Самолетами в город доставлялось не более 200 тонн грузов в сутки, всего 20% от необходимого объема. От Большой земли Ленинград отделяло не более 50 километров водной глади Ладожского озера. Однако наладить по нему снабжение города было не так просто.
Озеро это издавна славилось штормами и так называемой толчеей волн, особо опасной для мелких судов. По этой причине еще при Петре Великом между Волховом и Невой прорыли канал, и напрямую через озеро суда почти не ходили. Прорыв немцев к южному берегу Ладожского озера прервал перевозки и по железной дороге, и по каналу. Защитникам города нужно было заново строить причал на западном берегу озера. Первые баржи выгружались прямо на необорудованный берег уже через неделю после начала блокады. Так родилась трасса, получившая название «Дорога жизни». В течение первого месяца в город удалось доставить 10 тысяч тонн продовольствия, которого не хватило и на 10 дней. В июле с введением карточной системы рабочие в Ленинграде получали по 800 граммов хлеба в день, а иждивенцы – 400 граммов. Но к началу октября нормы были снижены в 2 раза. А в конце ноября город подошел к порогу гибели. Выдача хлеба уменьшилась до 250 граммов рабочим и 125 граммов остальному населению. Качество хлеба упало. В него домешивали горелую муку с бадаевских складов, иногда различные примеси, в том числе и пищевую целлюлозу от переработки древесины на фабрике Газзнака, где до войны печатали деньги. Столь острая ситуация с продовольствием в Ленинграде продлилась месяц-полтора и в дальнейшем улучшилась. Но первые больные истощением люди появились в больницах в начале ноября 41-го, и к концу месяца в Ленинграде от голода умерло свыше 11 тысяч человек. Морозная зима 41-42 годов вселяла надежду, станет лед и ситуация со снабжением улучшится. Однако снова сказался коварный характер Ладожского озера. Оно никогда не замерзало полностью. Открытая вода ломала лед, он трескался. Неустойчивость льда и полыньи заставили отказаться от устройства ледовой дороги по кратчайшему расстоянию между восточным и западным берегом. К тому же немецкая артиллерия располагалась слишком близко к берегу. 20 ноября, когда толщина льда достигла 180 мм, на лед вышли конные обозы. Через 2 дня машины. Двухтонные грузовики везли по 2-3 мешка. Но даже при такой осторожности несколько машин затонуло. Водители стояли на подножке, готовые спрыгнуть, если машина пойдет под лед. Иногда к грузовикам прикрепляли сани, чтобы взять больше груза. По обратному маршруту из города вывозили жителей. Общая протяженность дороги жизни составляла около 30 километров. На льду оборудовали пункты питания, технической помощи, заправки и медпункты. В зависимости от погодных и военных условий маршрут менялся. Для охраны трассы были созданы 2 оборонительные полосы в 8-12 километрах от берега, занятого противником. Прямо на льду, в снежно-ледяных окопах, установили пулеметные точки. Защищали дорогу жизни зенитки и истребительная авиация. Но непрекращающиеся немецкие бомбардировки и артиллерийские обстрелы дороги достигали цели. За первую неделю перевозок было потеряно 52 машины. Несмотря на все усилия по снабжению города и эвакуацию, в декабре 41-го в Ленинграде от голода и холода умерло 53 тысячи человек. Скоропостижная смерть прохожих стала обычной. Люди шли, падали и умирали. В декабре похоронные службы ежедневно подбирали на улицах около 100 трупов. Из дневника жительницы Ленинграда Елены Александровны Скрябиной. Теперь умирают так просто. Сначала перестают интересоваться чем бы то ни было,
Потом ложатся в постель и больше не встают. Умирают так, как будто засыпают. А окружающие полуживые люди не